Привет всем! Сегодня говорилка. То есть мы с вами будем слушать рассказ. Тема рассказа была выбрана вами. Я объявил некоторое время назад голосование на канале, предложил 4 темы и попросил выбрать одну из них, на которую мы будем говорить. Вами была выбрана тема «Еда в Советском Союзе». Что значит еда? Это тема, конечно, более широкая. Это снабжение, это торговля, это дефицит, это быт. У меня есть собственные воспоминания. То есть сегодня тема оказалась огромная. Сегодня будет первая часть вот этого рассказа, которая охватит годы с 70 по 80. Это мои школьные годы. То есть вот это какие-то воспоминания, которые реально у меня есть. Я не буду давать оценок, не буду проводить там каких-то политических анализов, просто воспоминания человека, который тогда жил и у которого есть какие-то собственные из того времени ощущения. Просто сейчас, почему это важно? Сейчас многие идеализируют каким-то образом советское время. Память человека устроена так, что хорошее хочется помнить, плохое помнится как-то не очень. И в итоге формируется некоторая картина, которая не отражает действительность. Поэтому важно, чтобы те люди, которые помнят, как это было на самом деле, чтобы они сохраняли свои воспоминания, из которых потом каждый сможет сделать свои выводы. Итак, начинаем. Это 70-е по 80-е годы, это школьные годы. Итак, начало 70-х. У меня уже тогда четкие воспоминания, и воспоминания это связаны, то есть это город Караганда, связаны с магазином «Юбилейный» на улице Нуркена Абдирова. Это такой большой-большой гастроном. И у меня сохранились о нем вот из начала 70-х очень такие хорошие воспоминания, яркие. В середине этого магазина был мясной отдел. И вот этот мясной отдел, он был очень хорошо оформлен. То есть в середине стояла такая колода деревянная, в которую был воткнут топор, и на которой мясники рубили мясо. Само мясо было подвешено на крюки. Вот туши на крюках, это все висело в этом же отделе, на стене. И там же на стене был большой барельеф, сделанный из плитки, такой высокохудожественно выполненный, назывался «Карта раздела говядины». То есть там вот какие-то сектора, где что, как называется, и, соответственно, там на какие-то группы это делилось, и по этим группам менялась цена мяса. Что еще запомнилось из этих детских лет, совсем, так сказать, начальной школы? Масло было обычное, масло было шоколадное. Вот это шоколадное масло, периодически его потреблял. Был лимонад. Лимонад был вкусный. Был сам дюшес, яблочный, несколько видов лимонада. Это все присутствовало в таких бутылках по 12 копеек. И запомнилось еще из тех времен, запомнились соки. То есть были соки, самые дешевые были яблочные, там 12 копеек, самый дешевый березовый 10 копеек, очень вкусный березовый сок. Самые дорогие были там виноградный по 18 копеек. И какой-то не то вишневый, не то черешневый, он был 21-22 копейки. И был томатный сок, он стоил 10 копеек. Этот томатный сок, там же стоял стакан с водой, в котором была ложка, и там же стояла соль. То есть ты мог в стакан томатного сока взять, положить соль, размешать. И вот воспоминания ребенка. То есть мы на сэкономленные каким-то образом деньги, иногда себя баловали то мороженым. А мороженое было
либо такое молочное, оно было невкусное, оно стоило 10 или 12 копеек. А за 14-15 копеек было нормальное какое-то сливочное мороженое, и был там до 20 копеек доходил пломбир. При этом там было два варианта. Один вариант, лучший вариант, когда мороженое уже было расфасовано. То есть это был такой вафельный стаканчик, в котором было вот это мороженое, это обычно пломбир, и это было завернуто в бумажку, и ты получал, в общем-то, нормальную порцию. А хуже было, когда мороженое в этот вафельный стаканчик накладывала такая толстая тетка. Потому что эта тетка, естественно, она была жуликоватая. Вот. И она хитро ставила твой стаканчик не на середину весов, а она ставила его на край весов. И как-то так хитро накладывала, что там в итоге оказывалась половина стаканчика, а вес показывал как будто уже все. При этом она как-то толкала, быстро снимала с весов. То есть у нее были свои хитрости. И вот эту была такая алюминиевая большая такая бочка с мороженым, из которого она ложкой черпала, накладывала вот это мороженое. Видимо, там было какое-то количество килограммов, но она рассчитанная на какое-то количество порций. Но она, я думаю, что на треть, а то и на половину порции умудрялась разложить больше. Соответственно, там 30-40% выручки шло ей на карман. Но в целом, что можно сказать? То есть в начале 70-х, это была Караганда, шахтерский город, в начале 70-х с питанием все было, в общем-то, более-менее нормально. То есть я в детстве помню там каких-то таких особых, и то, что родители там разговаривали, и то, что я, так сказать, сам видел, каких-то особых проблем с питанием не было. И так продолжалось где-то до 75-76 года. А потом проблемы наступили. И ярким таким показателем наступления этих проблем был все тот же магазин «Юбилейный», в котором мясной отдел попросту ликвидировали. То есть исчезла вот эта деревянная колода, исчезли вот эти крюки с тушами. Барельеф, карта раздела, он остался, потому что куда же его денешь? Он в стену вмурован. И там просто стал какой-то гастрономический отдел, в котором иногда появлялось какое-то там мясо. И вот это с 76-77 до 80-го года там тогда еще обходились без талонов. Талоны, насколько я помню, появились 79-80 год. А до того это было еще без талонов, но продуктов реально стало очень-очень сильно меньше. А меня, соответственно, уже интересовало что-то помимо мороженого, помимо соков, старшие классы. И что по напиткам? Было пиво. Пиво было жигулевское. Если я помню, прилавок с этим пивом, он всегда был полный, где-то до 75-76 года с пивом проблем вообще никаких не было. А потом, к концу 70-х, пиво стало, скажем так, в дефиците. То есть купить пиво, так просто прийти и купить было довольно трудно. Но появилось новое пиво, называлось шахтерское. Это некоторый аналог Балтики девятки, кто знает. Она такая крепленая, она была не то 14 градусов, кажется, это шахтерское пиво. И его как-то не очень покупали. Это был Ёрш. Но почему его не очень покупали? Оно по цене было довольно дорогое, а градус как-то все равно не тот. То есть народ, который увлекался, он четко рассчитывал, исходя из единицы стоимости градуса. И исходя из стоимости градуса, водка, видимо, была выгоднее. Поэтому это пиво как-то стояло, особой популярностью не пользовалось. Что было с водкой? Водка была 3,62, это дешевая. Была 4,12, это нормальная, которая массовая, которую все покупали. И была 5,30 пшеничная. Пшеничная мне не нравилась, она какая-то не очень вкусная была, при этом она была дорогая. И в виноводочных магазинах можно было
всегда практически купить вот эту пшеничную. Но 4.12 и 3.62, они их выбрасывали, то есть еще не было очередей, когда там забрасывали людей, которые по головам залазили в магазин, но это было уже потом, к концу 80-х. А тогда еще такого не было, тогда все было цивилизовано, ну, народ выстраивался в очередь и отоваривался. Ну, вот какой-то уже дефицит, в том числе алкоголя, наблюдался. Для тех, кто предпочитал не водку, был набор из рома Гавана Клуб. Вот кубинский Гавана Клуб, он был чуть ли не 50 градусов или 48, он был дорогой, и он стоял, народ его особо не брал, потому что народ особо не понимал, а зачем, собственно, это нужно. Какие-то коктейли делать по тем временам было еще не модно. Было болгарское вино. То есть вина, было молдавское какое-то там, было прибалтийское вино, интересно, яблочное. Ну, просто вот яблочная такая крепленая какая-то настойка, очень неплохая. И было болгарское вино. Была вот эта медвежья кровь, была какая-то там кадарка. Вот я потом жил в Болгарии и, в общем-то, пытался выяснить, а вот в самой Болгарии вот эти сорта. Ну, в Болгарии, например, медвежья кровь даже, в Болгарии никто не знал про такое вино. То есть, на самом деле, это был какой-то виноматериал, который, скорее всего, завозился цистернами в Советский Союз, где разливался. Ну, то есть, вот это было некоторое пойло, в общем-то, сухое вино, которое пить было можно. Ну, такая кислятинка, дешевое вино, ну, так сказать, на стол поставить было можно. И мы, я помню, в 10 классе вот болгарским вином, вот эта медвежья кровь, мы там на Новый год им догонялись. И что еще? Вот что было с приемом стеклотары? Вот это интересный момент. То есть вот этих бутылок было огромное количество. Классических, в которых сейчас пиво. Вот те же самые бутылки, бутылка пустая стоила, кажется, не то 10, не то 12 копеек. 12 копеек, кажется. И ты покупаешь лимонад, ты покупаешь там пиво, ну, какие-то там напитки, и у тебя накапливаются эти бутылки. Вот относительно молочных бутылок, молоко продавалось в стеклянных бутылках, и там проблем никаких не было. Были такие металлические сетки, ты приносил бутылки, их там ставил, сдавал, все четко. То есть с приемом молочной стеклотары, вот из-под молока и кефира, никаких проблем не было. А вот из-под пива и лимонада была проблема. То есть там рядом с магазином, с гастрономом у нас стояла такая металлический такой ангар, на котором была надпись «Прием стеклотары». Но, во-первых, он всегда был закрыт. Вот ты подходишь, вот рабочее время, все написано, он закрыт. Надо сходить в магазин, спросить, а вот где у нас стеклотарщик? Но вот ты сходишь, спросишь, а стеклотарщик появляется и говорит, а тары нет. И тары у него нет вообще никогда. То есть ты можешь вот ходить неделю, месяц, а у него никогда не будет тары. Но потом, естественно, мне умные люди объяснили, что это делается не так. То есть у него, конечно, стеклотара, вот это ящики есть. Соответственно, если у него есть ящики, ты можешь все это сдать. Но он тебе по 12 копеек за бутылку не заплатит. Вот если ты сдашь их там по 8 копеек, ну, я не помню точно, какой дисконт был, чтобы сдать вот эти бутылки. Но вот когда ты сдаешь их с дисконтом, находится сразу и тара, вот эти ящики пустые, и вообще все в порядке. Соответственно, вот этот товарищ, стеклотарщик, он тоже на этом зарабатывал, видимо, очень неплохо. Теперь по другому вопросу, по обуви, одежде, ну и подобным вещам. Что касается обуви, вот у меня воспоминания из старших классов. Это сплошная катастрофа с обувью. То есть у нас там в Караганде зима, холодно, весна-осень там какая-то слякоть. Продавались ботинки. Вот для школьников, вот, пожалуйста, есть ботинки. Ну,
фактически это всегда была одна и та же модель, такие черные ботинки, у которых всегда, абсолютно всегда, по прошествии там, недели, 2 недель, максимум месяца, отваливалась подошва. То есть она не совсем отваливалась, но она отходила таким образом, что туда там снег, дождь, вода, влага, все это внутрь попадало. И ты ходил, соответственно, с мокрыми ногами, ты, соответственно, простужался. И был вариант каждые 2 недели покупать новые ботинки. Но это для миллионеров. А для, так сказать, обычной семьи советского человека это была, так сказать, серьезная проблема, которая решалась частично в будках ремонта обуви. Вот при советской власти, при Советском Союзе был странный вид частников, вот эти обувщики, ремонтники. То есть это был какой-то вид частного предпринимателя. Я не знаю, как это было организовано, но это был человек, который сидел, у него была будочка буквально там 1,5 на 1,5, то есть сидел он, и он мог рукой дотянуться до любой другой стены. В нашем случае это был китаец, рядом была вот такая будка, там китаец по фамилии Ню, и он сидел, ремонтировал обувь. Вот ботинки твои, когда они через 2 недели начинают пропускать воду, надо было нести к нему, и он там все это как-то проклеил, как-то промазывал, и, в общем-то, после этого они уже до конца сезона могли продержаться. Там же, я помню, моя мама, она постоянно, у нее были проблемы с молниями на сапогах, то есть молнии были, опять же, некачественные, то есть они постоянно что-то с ними случалось, и эти молнии надо было, так сказать, старую вырезать, новую нормальную ставить, что-то такое. Потом сам материал, из которого делались вот эти ботинки, туфли и так далее, он был поганый, некачественный, он стирался очень быстро, поэтому там постоянно делались какие-то набойки, там какие-то наклейки, то есть все мое детство, вот насколько я помню, обувь – это был такой проблемный пункт. Если вы помните, в фильме «Служебный роман», там вот эти секретарши, ей сапоги принесли, не то югославские, не то еще какие-то, и вот она эти сапоги, вот она их, так сказать, мерила и решала, что надо брать. И основное отличие, то есть там было 2 пункта, почему ценилась так импортная обувь, почему так старался народ ее достать. Во-первых, был немножко такой дизайн, конечно, по современней, не такой уродский, солдафонский, а во-вторых, это было качество, то есть это было, в общем-то, сильно отличающееся качество. То есть с обувью потом, как-то по окончании советской власти, по окончании Советского Союза, проблема с обувью как-то сама собой решилась. И вот у меня есть какие-то там туфли, которые, я извиняюсь, я уже забыл, когда я их купил. Я их сейчас ношу в качестве дома во двор выйти, но выкинуть у меня рука не поднимается, потому что они на самом деле, им ничего не стало. Там прошло 6 лет или 7 лет, они абсолютно как новые. Внешний вид немножко, конечно, уже потертый, но качественно, что касается там промокаемости, что касается какой-то стираемости, нет, абсолютно все нормально. И это уже тогда, в общем-то, в мире технологии были освоены, все это делалось как-то, в общем-то, качественно. Но Советский Союз, он с обувью имел некоторые проблемы. То же самое было с одеждой. То есть, во-первых, ассортимент был, крайне убогий. Мне, как мальчику высокому, купить что-то, чтобы ходить в школу, было просто катастрофа. Просто ничего не было. То есть любой костюм был с короткими штанишками и короткими рукавчиками. То есть мне что-то просто прийти в магазин и купить было невозможно. Абсолютно исключено. Сейчас я иду в магазин, покупаю, пожалуйста, на любой размер, на любой рост есть одежда. Тогда в Советском Союзе как-то высокие люди не подразумевались. Был какой-то магазин «Богатырь», в котором тоже ничего не было.
Соответственно, выходили из положения через вот это ателье индивидуального пошива. То есть меня отводили туда, с меня снимали какие-то мерки, что-то там шили. Это, конечно, было уродство полное, но вот как-то ходил. А что делать? Спортивные, вот в плане спорта, да, я занимался баскетболом, все там. Были кеды, такие китайские. Эти кеды, ну, не знаю, насколько они... То есть, вот такого, как кроссовки, такого не было. Все занимались вот в таких кедах, полукедах. Ну, как-то они были дешевые, их можно было, в общем-то, в принципе, и менять. А вот что касается спортивных штанов, то это была, опять же, катастрофа. То есть, там они делались из какого-то такого материала, что колени на них выдавливались. Ну, в течение там нескольких недель ты уже ходил, у тебя спортивные штаны и вот такими выдавленными вперед коленями. Вот. Соответственно, ну, смотрелось это очень-очень-очень-очень позорно, но как-то вот справлялись. Соответственно, там находили какие-то футболки, какие-то вот майки. Ну, нормально, жили. И как народ выходил из положения. То есть, если у тебя были знакомые какие-то связи в торговле, ты, в общем-то, мог как-то иногда подкормиться или достать какую-то такую промтоварную вещь. У меня, у матери была подруга, у подруги сестра была завмаг. Завмаг в продуктовом магазине. И я, будучи в старших классах, несколько раз посещал вот этот магазин, вот эту подсобку. Меня использовали в качестве носильщика, естественно. И что там было? Там была такая пещера с сокровищами. То есть было все. Там была и колбаса, было и мясо, были и конфеты шоколадные. И ну вот там был такой вот склад не для всех. И это было в любом продуктовом магазине. Вот мы приходили, они там что-то разговаривали, потом по телефону набирался мясник, она говорила мяснику там принести 3 килограмма мяса или там 2 килограмма мяса. Сама выдавала со своего склада там какие-то конфеты, какие-то это, ну, то есть была какая-то возможность взять какой-то набор. Но это, естественно, стоило, ну, немножко подороже. То есть, вот торговля, и это не только продуктовая, это промышленная, то есть приходили импортные всякие одежки, были какие-то золотые украшения, были какие-то вот там радио, такие магнитофоны. Все это в каком-то количестве было. Его было недостаточно на всех. Но оно в некотором наборе существовало. И торговля занималась тем, что это все изымала и перепродавала по некоторой, скажем так, более высокой цене. И на этом зарабатывала. Потом, с началом перестройки, было несколько громких дел. Там в Москве там вскрывались какие-то там огромные вот, хищения в торговле. Про все это как-то говорилось по телевизору. А у меня был интересный опыт, про который я хочу рассказать, чтобы вы поняли масштаб вот этих торговых дел. То есть тогда, надо понимать, торговля, работа в торговле, это была принадлежность к элите. То есть была торговая мафия, торговая элита. Сейчас это, конечно, уже звучит, мягко говоря, странно. Итак, уже в Болгарии, уже это были там начало 2000-х, лет 15 назад, у меня были клиенты, молодые относительно, там муж с женой из областного центра, из российского, и они приехали и хотели купить отель. Они его купили в итоге. И речь шла об инвестиции в размере до $3 миллионов. Ну, серьезно. И я с ними как бы общался, занимался плотно, оформил им постоянное пребывание как инвестором. То есть там был большой объем работы с этими людьми. И когда
вот подбирали отель, когда общались. В общем-то, я всегда, когда дело заходило о серьезных деньгах, неявно, но для себя должен был сделать некоторое заключение о происхождении денег. То есть у меня было несколько случаев, когда я отказывался работать с некоторыми людьми, естественно, под благовидным предлогом, ребят, к сожалению, ничего не могу предложить, может, коллеги помогут, а я некомпетентен. То есть, если я понимал, что это либо бандиты, либо это какие-то там специальные, особенные люди, общение с которым может в перспективе принести проблемы, я от таких клиентов отказывался. Поэтому я всегда старался составить себе впечатление о происхождении вот этих миллионов. А вот с этими ребятами, благо, главное, у них была жена. То есть муж был при ней, а она, в общем-то, была такая старшая. И она сама трепала языком, налево-направо. То есть ей хотелось рассказывать, а мне оставалось только слушать. И из их рассказов, то есть он был владельцем магазина нижнего белья в своем областном центре. И он мне на полном серьезе рассказывал, в каком нижнем белье в их клуб пускают, а в каком нижнем белье из их клуба выгоняют. Я с юмором воспринимал. Она занималась какой-то там стройкой, какие-то там дела у них были, кто-то с ними судился, они какие-то там отсуживали какие-то суммы с налоговой инспекцией, что-то такое постоянно мне рассказывалось, но там назывались суммы. И это суммы были не прибыли, это были суммы выручки. Я понимаю норму прибыли в строительстве. В общем-то, делал выводы, что да, эти ребята вместе с их магазином нижнего белья, они какое-то количество тысяч в месяц зарабатывают. И они себе могут позволить там нормальную машину, хорошо жить там в своем областном центре, ездить за границу отдыхать, но никаких там 3 миллионов с таким бизнесом не заработать. Абсолютно. И у меня был некоторый такой диссонанс и некоторое сомнение, которое потом разрешилось. Мы как-то сидели там в ресторане, все, и дама стала исповедоваться и рассказала очень интересную вещь. Оказывается, ее мать при советском власти, при Советском Союзе была заведующей облпищеторгом. То есть она руководила всеми гастрономами в этой области конкретно. Это небольшая область, там какое-то количество гастрономов, она была заведующей этим пищеторгом. И она тогда, будучи заведующей, при советской власти, в общем-то, банков, Швейцарии и так далее, ничего этого не было. Надо было как-то сохранять деньги, особенно если деньги не чистые, а такие. И она скупала золото. Видимо, у своей подруги, которая заведовала промторгом. И закатывала это золото в 3-литровые банки. Такие консервными крышками закатывали в банки. И у них была какая-то дачка, в дачке был какой-то тайный погреб, и там все полки были заставлены 3-литровыми банками с этим золотом. И когда дошла сделка до этого отеля, до покупки отеля, эти банки поездом, чемоданами перевозились в Москву, там сдавались, и на счет из Швейцарии приходили деньги. То есть тогда все это еще было возможно. После 2008 уже такое не прошло бы. То есть в областном центре, в маленьком, провинциальном, начальница этого пищеторга оставила своим деткам состояние в миллионах, в несколько миллионов долларов. Соответственно, можете себе представить масштабы. То есть масштабы были очень-очень неплохие. На этом давайте я первую часть закончу. Следующая часть будет 80 по 85 или с 80 по 91, посмотрю, как пойдет. Это будет институт, завод и армия.
то есть вплоть до окончания Советского Союза. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал и успехов!